Татьяна Ивановна сидела в своем холодном домике, в котором пахло сыростью. Давно порядок никто не наводил, но все родное, хорошо знакомое. Здесь она хозяйка. Только силы потрачены на переживания, не зная, с чего начать. От обиды сжимается сердце, слез уже нет, всю дорогу плакала. «Родные стены лечат», — думала она, — «и душа поправится со временем». В пальто и теплой шапке сидела, руки и ноги холодные. Положив голову на стол, Татьяна Ивановна начала вспоминать свою жизнь. Самое дорогое, что у нее есть, — доченька Катя. Болезненная она с рождения была. Муж все говорил: «Не жилец, дочка, что ты ночами не спишь, лекарствами пичкаешь, лучше здорового ребенка роди». А как? Эту-то еле до срока доносила. В 42 года родила. Уже и не думала, никак не получалось. Двоих на раннем сроке беременности потеряла. Уже и не надеялась на женское счастье. Вот и сидела днями и ночами над доченькой. Все делала для нее. Муж обижался, что ужин не вовремя готов. Но Татьяне было не до этого. Все-таки он взрослый здоровый мужик и может что-то сделать сам. А дочка маленькая, беззащитная. Кроме мамы, кто о ней позаботится? Вот и отдавала всю себя дочке. Вскоре ушел муж к другой, в соседнюю деревню перебрался. Надоели ему постоянные болезни дочки, уставшая жена, которой нет дела ни до кого, кроме дочки. А он ведь предлагал начать жизнь заново, оставить ее в интернате. Он не понимал, зачем им такая обуза. Новая жена ему тоже родила, но сыночка долгожданного и здорового, крепкого, как богатырь в сказках. Про больную дочку он и слышать не хотел, да и о жене не вспоминал. Пусть чахнет над болезненной. А Катя подрастала, крепче с каждым годом становилась, красивее. Татьяна все для этого сделала, и откуда брались силы, неизвестно. Она и не заметила, как девочка ее взрослой стала. Много забот лежало на плечах женщины. Работала в колхозе добросовестно. Домашнее хозяйство одной трудно тянуть было. Дочка помогала, но без мужика тяжко в деревне. Мать с ними жила. Позднее и свекровь перебралась, когда невмоготу одной жить стала. Сыну она стала не нужна, так же, как и дочь. Стыдно ей было, но Татьяна ее никогда не бросала. Да и свекровь тоже помогала, пока могла, только и сокрушалась, где она так сына упустила. Сватался к Татьяне Ивановне вдовец, но не приняла она его. Стыдно перед дочкой. Как можно мужика в дом привести? Никто им не нужен. Замужем была, дочку родила. Вот и все. Ради Кати жить нужно. Да и две бабки с ней. Свекровь уже встать с кровати не могла. Тяжело с ней. То попить просила, то на другой бок перевернуть. Куда здесь мужика приводить? Кто ж выдержит такое бабье царство? А Татьяна не жаловалась, все успевала. И мамам обеим помочь, и за дочкой ухаживать. Только о себе забывала. Но когда вспоминать? Иногда глянет в зеркало, ужаснется, а потом махнет рукой и вперед, дела делать. Главное ведь, что внутри, а не снаружи. А внутри добрейшая душа и безмерная любовь. В школе Катя училась прилежно. Не отличница, но тем не менее маме на собраниях стыдно не было. Татьяна старалась вникать во все проблемы дочери, и та была с ней откровенна. Когда Катя училась в 6 классе, не стало свекрови. Проводили ее с почетом. Сынок так и не смог приехать. Соседка ему позвонила, а тот только и промолвил, что некогда. Сначала заикнулся, что приедет, а потом, видимо, женушка слово вставила. Соседка только головой покачала, но главное позвонила, как и просила Татьяна. А еще через 2 года не стало и матери у Татьяны. Вот так и осталась она одна с дочкой. Только за нее Татьяна и держалась. Вот и закончила дочь школу, поступила в техникум, начала сама зарабатывать, да иногда и матери помогать. Заочно училась в институте и встретила мужчину хорошего. По любви замуж вышла.
Свадьба была скромной, но молодые были счастливы. А как счастлива Татьяна, и не передать. Перед свадьбой сама решилась бывшему мужу позвонить, рассказать о свадьбе. Но там жена трубку взяла и сказала, что эта информация их не интересует. А на что Татьяна рассчитывала, и сама не знает. Если к матери на похороны не приехал, поехала ли бы к дочке, но совесть чиста, и ладно. А через 2 года после свадьбы Анюта родилась. Катя не хотела дома сидеть, да и деньги не лишние, ипотеку еще платили, а на работе обратно звали. Тем более она в декрете успела до родов диплом защитить и была уже с высшим образованием. Хотя и до диплома показывала себя очень хорошо. Стала она маму умолять. «Мамуля, дорогая моя, переезжай к нам, и тебе веселее, и нам поможешь. Ты же там совсем одна, и тебе плохо, а мы сами к тебе не скоро сможем поехать». «Нет, Кать, у меня корова, кошка старая, огород. Как я оставлю дом свой?» «Продай ты уже эту корову, она и молока мало дает. Что жалеть ее? А кошку соседка возьмет. Баба Нюра добрая, не откажет. Через неделю ждем тебя». Куда деваться было Татьяне? Не могла она кровинушке своей отказать. Кто ей поможет, как не родная мать? Корову и кошку соседка взяла. Сын, невестка и внуки с ней живут, помогают. За домом присмотреть обещали. Вот только соседка говорила, чтобы дом Татьяна и не вздумала продавать. Говорила по-доброму, под предлогом, что потом внучка будет приезжать к бабушке на лето. А сама все боялась, чтобы Татьяна со своим углом была, чтобы было куда вернуться. Наслышана о поездках стариков к детям. Так Татьяна Ивановна и перебралась в город. Дочка с зятем на работе допоздна, она с внучкой погуляет, покормит, еще и ужин приготовить успеет. А прогулки с коляской в парке еще больше радовали. Вроде город, а такой зеленый оазис недалеко. Анюта очень на маму свою похожа. Бабушка души в ней не чаяла. Днями и ночами вместе были. К счастью, девочка почти не болела. Всему, чему могла, бабушка учила внучку, а та только и рада. Катя иногда поговаривала, что рано девочке брать в руки спицы. Но бабушка купила специальные, такие, что девочка не поранится. И ведь не было ранок, зато сколько у ребенка было восторга. В 5 лет Катя решила малышку в детский сад отдать. Ребенку развиваться нужно, со сверстниками общаться. Да и школа не за горами, а она только с бабушкой. Слова Татьяны о том, что она с детьми во дворе и парке общается, все проигнорировали. Татьяна теперь весь день маялась, не знала, чем заняться. Порядок в доме, обеды и ужины она и с Анютой успевала делать, а теперь только диван и пролеживать. И вот к матери отношение резко изменилось. Зять вечно недовольный приходил. Катя говорила, что с мужем ссорится часто из-за матери. Внучку бабушка избаловала, непослушный ребенок растет, в садик со слезами уходит, бабулю любит больше, чем мать родную. А что Татьяна могла сказать? Ведь ее больше всего и видела Анечка, ведь сами позвали. Да и не баловала она сильно ее. Анечка помогала во всем, в чем могла, и делала все с радостью. Но обстановка все нагнеталась. Только Анечка и жалась к ней по вечерам. Тихо просила не идти в садик. Нет, там неплохо, но с бабушкой интересней. Татьяна Ивановна ходила сама не своя. Понять не могла, что не так-то, но не ожидала, что от дочки родной такое услышит. «Ты, мама, нам больше не нужна. Поезжай домой. Анюта в садик ходит, ипотеку мы выплатили. Сама видишь, в 2-комнатной квартире тесно, да и тебе же так лучше будет». На месте умереть хотелось. Не думала, что так получится. Да разве можно такое матери сказать? Понимала, что ее миссия по спасению дочери закончилась. Но не так ведь. Можно было и другими словами. А тут не нужна. Эти слова так и стояли гулом в голове.
звенели и били. Скрыла она тогда свои слезы, просто опустила голову и пошла в комнату. Анютка подбежала, все почувствовала, увидела, что бабушка вещи собирает. «Бабуль, а ты куда?» Татьяна обняла внучку. «Домой, солнышко». «Так ты и так дома?» – удивилась девочка. «Нет, мой дом недалеко, он в деревне. Помнишь, я тебе рассказывала?» Аня согласно кивнула. «Вот там мой дом, а ты, если захочешь, приедешь ко мне». «А можно мне с тобой?» «Нет, тебе тут родители и школу хорошую подобрали, а там деревня. Но ты знай, что я тебя всегда жду». В эту ночь Аня уснула рядом с бабушкой. Как только проводила ее в садик, вернулась в квартиру и собрала оставшиеся вещи. Вещей немного, быстро собрала, на автобус еще успевала. Об одном думала, только бы не расплакаться. Зять отвез на автовокзал, молча высадил, даже не попрощался. Да что зять? Дочка из кухни не вышла, хотя любит. Это точно знает материнское сердце. Скорее всего, плакала. Не хотелось, чтобы мать ее в слезах увидела. Села в автобус. Вроде бы и радоваться, что домой едет. Да только тоска по внучке. Вот так и оказалась дома. На улице начался дождь. От такой погоды стало еще холоднее. Дом немного протопленный. Все-таки соседка следила, но холодно. Укуталась в одеяло и задремала, сидя на диване, не разобрав вещи. Татьяна Ивановна словно сквозь сон услышала грубый голос и ругательство. В дом вошла соседка. «Ой, Тань, это ты? Я уж подумала, что дом твой обобрать кто решил. Здравствуй. Что ты в темноте сидишь? Ну-ка вставай, пойдем к нам. Давай, давай, моя Надька блины жарит. Посидим, поговорим. Это сколько ж лет не виделись». Соседка почти тащила Татьяну Ивановну за руку и все рассказывала. «Мои внуки в школу уже ходят, хорошо учатся, не балуются, а корова твоя в этом году телочку нам подарила. Мы на завод решили оставить. Сама увидишь, какая красавица, нельзя такую продавать. Можешь себе взять». Дети с радостью встретили как родную, кошку притащили, рассказывали, какая она умная и ласковая. Муся мурлыкать начала, узнала свою хозяйку. Теперь хотелось плакать от радости, что не одна. Слушает истории про деревню, о веселой жизни большой и дружной семьи. Все смеются, а главное, никто не спросил, почему вернулась, не предупредила заранее. Сын соседки после ужина сказал: «У нас дом большой, ты, тетя Тань, пока у нас поживи. Даже не думай отказываться, не отпустим. Я крышу подлатаю, дрова привезу, да и печку замазывать придется, трубу почищу. Вот как подделаю дом твой, тогда, если захочешь, перейдешь, а может быть, у нас понравится, так и останешься». Худенькая старушка сидела, улыбалась. Ей так тепло стало, душу согревала доброта человеческая. Так всю зиму и прожила у них, а весной дом ее был готов. И как бы хорошо не было, но надо и к себе идти. Да и огород сам себя не засадит. Не рассчитывала она уже, что дочка приедет, но хоть соседям поможет. А их ребятишки ее давно бабушкой зовут. Смеются они, что теперь на 2 дома будут жить. Только об Анечке она вспоминает. Дочку тоже помнит, но последние ее слова как ком в горле стоят. Так и шли года. И вот она сидит во дворе, а тут девушка во двор заходит и улыбается. Кто бы это? А она подходит к старушке поближе и говорит: «Здравствуй, бабушка, это я, Анютка. Ты меня помнишь?» Пригляделась Татьяна Ивановна и увидела знакомые черты. Не могла и подумать, что перед смертью увидит ее. А Анечка обняла бабушку и тихо прошептала: «Прости, бабулечка, я очень к тебе хотела, да не пускали. А теперь и спрашивать мне не надо. Только боялась, что поздно. И мать мою прости».
Ей стыдно тебе показаться, хоть и хочется. Долго в тот вечер разговаривали бабушка с внучкой. Аня позвонила маме, чтобы та приехала на следующий день. Катя приехала рано утром. Зашла тихо в дом, который никогда не запирался, увидела дочь, спящую на диване в зале, и прошла в комнату матери. Татьяна Ивановна лежала и улыбалась. Она успела увидеть внучку и сказать, что простила дочь. Только Катя не успела это услышать. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.